Всем большой привет, дорогие мои зрители! Сегодня я предлагаю приготовить очень вкусный торт, который называется эскимо. Берем 3 крупных яйца и добавляем небольшую щепотку соли. Взбиваем миксером, постепенно добавляя 120 граммов сахара. Вот до такого пышного состояния нужно взбить яйца. Смотрите, чтобы след оставался от венчика и не растекался одну секунду. Своим блендером я взбивала где-то 8 минут, но если это делать миксером, то будет, наверное, чуть быстрее, потому что там 2 венчика. Также можно отдельно взбить белки и желтки и потом их объединить, но вот так вот получается быстрее и проще. Добавляем 2 столовые ложки растительного масла без запаха. Чтобы бисквит был воздушный, пористый, очень важно хорошо взбить яйца с сахаром вот до такого состояния, как я вам перед этим показала. Пожалуйста, не пренебрегайте этим этапом приготовления бисквита. Перемешиваем. Берем 90 граммов муки, добавляем 30 граммов какао, половину чайной ложки разрыхлителя. Перемешаем. Добавляем сухие ингредиенты в 3 подхода, каждый раз аккуратно перемешивая лопаткой, чтобы сохранить всю воздушность теста. Также вы уже можете поставить духовку прогреваться до температуры 180 градусов. Сухие ингредиенты просеиваем через сито для того, чтобы разбить вот эти вот комочки какао, которые вы видели у меня образовались. Вот такое тесто получилось. Форма диаметром 20 сантиметров. Выливаем сюда тесто. Ударим несколько раз формой об стол, чтобы там внутри не было воздушных пустот. Зрители мне советовали, чтобы сверху не образовывалась горочка, нужно прокрутить несколько раз вот так вот форму. Тогда тесто оно как бы находит на стенке и внутри образует, то есть по центру такое углубление небольшое, потом оно будет вот так вот подходить в духовке и бисквит в итоге получится более ровным. Также можно вот так вот палочкой пройтись по поверхности, чтобы тоже бисквит поднимался более равномерно и не было там внутри никаких лишних пустот. Также мне советовали сверху накрыть фольгой, чтобы бисквит более равномерно пропекался. На прошлой моей кухне, на моей личной кухне, у меня была получше духовка, там бисквит более равномерно пропекался и поднимался. А здесь я заметила, что все пироги вот так вот горочкой пропекаются, поэтому сегодня я попробую вот этот совет с фольгой. Выпекаем бисквит приблизительно 30 минут, готовность проверим тогда деревянной шпажкой, она должна быть полностью сухой. Тем временем мы с вами займемся кремом. Крем будет очень вкусным, я уже делала подобный крем для торта Наполеон, если вы еще не видели и не готовили этот рецепт, то обязательно рекомендую приготовить Наполеон по этому рецепту, это просто идеальный Наполеон, ссылочка будет вот здесь вот. Но мы же вернемся к нашему торту эскимо. Для него нам понадобится одно яйцо, 30 граммов кукурузного крахмала. Касательно кукурузного крахмала, очень часто от вас поступают вопросы. Кукурузный крахмал можно заменить на картофельный крахмал, можно даже заменить на муку, или же половину крахмала, половину муки использовать. Но для выпечки лучше всего подходит именно кукурузный крахмал, потому что он не дает никакого привкуса, и также консистенция с ним получается
самое лучшее именно для выпечки. Но если его нет, то, конечно же, можно заменить. Молоко можно подогреть, здесь у меня 250 мл молока, тогда заварной крем приготовится быстрее. Щепотка соли. Перемешали яйцо с крахмалом, чтобы не было комочков, добавляем молоко. Завариваем крем на маленьком огне, постоянно помешивая, чтобы он не пригорел. Когда крем начинает немного густеть, то удобнее перемешивать вот такой вот лопаточкой, постоянно двигая по дну, чтобы там у нас ничего не пригорало и чтобы все равномерно загустевало. Когда появляются первые бульки, провариваем крем буквально 30-60 секунд, чтобы заварился крахмал. Снимаем крем с плиты и добавляем сюда 20 граммов ванильного сахара, или же вы можете заменить на экстракт ванили. Чтобы заварной крем быстрее остыл, перекладываем его в тарелочку. Накрываем крем пищевой пленкой в контакт, чтобы он не заветривался, и оставляем до полного остывания при комнатной температуре, потом можно поставить в холодильник. Я выпекала бисквит 30 минут, и сейчас посмотрим, какой он. Вы посмотрите, какой он пористый, у меня еще никогда такого не было бисквита, я думаю, что это из-за фольги. Такой вот эффект. И он очень-очень влажный, не такой, как всегда. Проверяем готовность деревянной шпажкой. Бисквит получился, в принципе, достаточно неплохой, но есть небольшое вот возвышение, я его обрежу. Разрезаем бисквит на две равные части. Вот такие получились два коржа, очень пористые, очень красивые, и бисквит получился более влажным, нежели когда я его выпекала без вот этой фольги. Но все равно у меня есть горка, я думаю, это особенности духовки, потому что в прошлой духовке у меня все получалось просто отлично, всегда с бисквитами. Теперь даем этим коржам полностью остыть до комнатной температуры. Когда заварная основа полностью остыла, мы можем продолжать приготовление крема. Очень важно дождаться, пока заварная основа полностью остынет, потому что иногда некоторые зрительницы пишут, что у них крем заварной получился очень жидким. Это происходит из-за того, что вот у вас теплая заварная основа, вы начинаете смешивать ее со сливочным маслом, сливочное масло начинает таять, и крем получается жидкий. Чтобы это не произошло, обязательно дожидаемся, пока заварная основа полностью остынет, и даже можно поставить ее в холодильник для уверенности. Берем 180 граммов сливочного масла. Взбиваем сливочное масло буквально 1-2 минуты, оно слегка посветлеет и станет более пышным, и добавляем сгущенное молоко. Сгущенное молоко здесь у меня 160 граммов. Теперь берем заварную основу и добавляем по 1 столовой ложке, постоянно перемешивая крем до однородности. Крем получается очень вкусный, рекомендую приготовить и попробовать. И теперь давайте будем с вами собирать торт. Я буду использовать вот такое вот разъемное кольцо. Пропитываю корж молоком. И второй тоже. Перекладываем крем.
Сверху накрываем вторым коржом. Накрываем будущий торт пищевой пленкой и отправляем в холодильник хотя бы на 4-6 часов, чтобы он хорошо стабилизировался. Вот и прошло 6 часов, торт полностью стабилизировался, теперь будем доставать его из формы и покрывать сверху глазурью. Берем 100 граммов шоколада и ломаем его на кусочки. Можно брать молочный шоколад или черный, или смешивать молочный с черным, как вам больше нравится, или приготовить любую другую глазурь по вашему вкусу. Я оставлю ссылки на рецепты с шоколадной глазурью, вы можете там подобрать себе подходящую. Растапливаем шоколад любым удобным для вас способом. Выкладываю кусочки пергамента, чтобы не замазать тарелку. Добавляю 1 столовую ложку растительного масла к растопленному шоколаду. Тортик поставил в холодильнике буквально 10 минут, глазурь застыла. Также я скажу вам, что в интернете читала, что глазурь с добавлением растительного масла остается глянцевой даже после холодильника, то есть после того, как глазурь застынет. Но, как показал опыт, нет, не остается, она тоже становится такой вот немного мутноватой. Если вы знаете рецепт глянцевой глазури, которая остается глянцевой даже после холодильника, обязательно напишите мне в комментариях, мне будет очень полезно. Давайте разрезать. Не могу удержаться, надо быстрее пробовать эту вкуснятину. Это невероятно вкусно, торт просто сразу же растаял во рту, крем потрясающий, коржи влажные, мягкие и слегка горьковатая глазурь из-за горького шоколада. Вы можете взять молочный шоколад, и глазурь будет нежнее. Торт потрясающий, готовится очень легко и просто. Крем, я вам говорю, очень вкусный, потому что я уже делала такой крем для Наполеона. Торт получается вкуснейший, просто шикарный, и выглядит он эффектно, красиво. Вот так вот шоколадные коржи в сочетании с таким вот молочным кремом, и по вкусу он тоже совершенен. Я надеюсь, что вам понравился этот рецепт. Пишите мне в комментариях. Я же с вами прощаюсь. Всем пока, до новых вкусных рецептов.